Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас день пиццы объедения. Пиццу мы всегда готовим вместе и готовим много. Вначале отварим куриную грудку в небольшом количестве воды. Грудку вязал чуть больше килограмма. Добавим 3 зубчика чеснока, небольшую луковицу, несколько горошин черного перца, пол чайной ложки молотого орегано, 1 чайную ложку куркумы, 2 чайных ложки соли. Закрываем крышкой. Чтобы курица была сочной, варим на маленьком огне до готовности. Теперь моя очередь. Тесто на пиццу всегда делаю я. Замешивать будем на 3 противня 32 на 40 сантиметров. В 600 мл теплой воды всыпаем 2 столовых ложки сахара, 3 столовых ложки сухих дрожжей, 6-7 столовых ложек муки. Хорошо смешиваем, чтобы не было комочков. Оставляем в теплом месте на 15-20 минут на опару. Через 20 минут добавляем 6 столовых ложек оливкового масла, 1 столовую ложку соли, муки кило 100 приблизительно. Мука разная, может понадобиться чуть больше. Смотрите, сколько у вас возьмет тесто. Замешиваем тесто. Хорошо вымешиваем и отправляем на 1 час в теплое место подниматься. Хуман тут целый стол продуктов для пиццы наготовил. Будем сейчас, пока тесто подходит, все подготавливать. Резать, тюкать, натирать. Куриная грудка тоже уже готова. Нарезаем ветчину. У нас где-то около полкило. Еще 500-600 грамм копченой колбаски. Все колбасные изделия пойдут на один вид пиццы, но готовить ее мы будем 2 противня. Немного вареной колбасы и сосисок, вместе 600-700 грамм. Нарезаем тонкими полукольцами средний красный лук. Он мягче по вкусу и немного сладковатый. Нарежем пару разноцветных сладких перцев кубиками. Этот предатель оказался острым. Пришлось заменить менее ярким, зато сладким. Ананасы у нас кольцами, нужно кусочками. Сейчас порежу. Берите по своему вкусу. Мы взяли половину консервной банки. Ананасы пойдут на 1 пиццу с курицей. Натрем 400 грамм моцареллы. Еще мы взяли грамм 400 российского сыра. Маасдам где-то 600 грамм. Можно брать абсолютно любые виды сыра из тех, что нравятся вам. У нас на 3 больших пиццы ушло немного меньше 1,5 килограмм. Возьму-ка я еще вот такой красивый сладкий перчик и порежу кольцами, чтобы украсить пиццу с колбасой. Теперь моя очередь. Готовую куриную грудку разрываем на волокна. Хотите вилкой, хотите руками. 250 грамм сметаны, 1 столовую ложку
натертого чеснока, пол чайной ложки орегано, пол чайной ложки морской соли, черный молотый перец, пол чайной ложки, копченая паприка, 1 столовая ложка, молотый сушеный базилик, пол чайной ложки. Кетчуп классический, 3 столовых ложки. Я добавлю еще 1 столовую ложку соуса шрирача. Если у вас нет, добавьте любой средний острый соус. Мне хочется добавить пол чайной ложки зеленого табаско. Он слабо острый, но запах просто великолепный. Все хорошо смешиваем. Добавляем курицу за 2 приема, чтобы все хорошо смешалось. Возьмем несколько помидорок и удалим семена, а то у нас в начинке для пиццы и так много влаги. Не выкидывайте эту часть помидор. Можно из них чесноком, солью и перцем приготовить соус. Режем помидорки вот на такие кусочки. Я порежу грамм 100 зеленых оливок колечками. Нарежем полкилограмма шампиньонов слайсами. Все подготовили, как раз и тесто подошло. Смазываем руки любым растительным маслом. Немного еще вымесим, делим на 3 части. Обминаем каждый кусочек теста, формируя шарик. Раскатываем первый шарик теста по размеру противня. Присыпаем противень мукой, выкладываем на него тесто. Снова моя очередь. Немного моцареллы. Распределяем по поверхности теста курицу. Посыпем еще другим сыром, любим. $200 грамм шампиньонов выкладываем на сыр. Сладкий перец. Ананасы. Еще сыр. Кусочки помидоров. Еще добавим перчика для разноцветности. Ставим в духовку, разогретую до 200 градусов, минут на 15-20. Лучше на режим конвекции.
За пиццей нужно следить. У этой пиццы при приготовлении выделяется много влаги из-за большого количества сметаны и кетчупа, но вы можете не переживать, тесто пропечется отлично. Как только вы увидите, что влага испарилась и сыр начал золотиться, пицца готова. Посмотрите, какая мягенькая. Очень люблю это тесто для пиццы. Поверьте, эта пицца невероятно вкусная. Сейчас сделаем еще другую пиццу. Размазываем по поверхности теста обычный кетчуп. Таких пицц я буду делать 2. Это сочетание ингредиентов для начинки насочинял мой сын. Попросил маму замесить тесто, сказал мне, что купить, и испек пиццу. Она прижилась в нашей семье. Делаем такое часто. Получается очень вкусно. Посыпаем орегано. Обязательно копченой паприкой. Выкладываем лук. Распределяем по всей поверхности. Копченая колбаса. Ветчина. Сосиски. Вареная колбаса. Слой грибов. И хороший слой любого твердого сыра. Украсим колечками сладкого перца. Немного осталось перца кубиками. Оливки. Давай помогу тебе. Помогай. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку на режим конвекции. Выпекаем 12-15 минут. В горячую пиццу посыпаем еще орегано. И эта пицца абсолютно мягкая. Вот такими 2 вариантами начинки для пиццы и великолепным рецептом теста нам захотелось сегодня поделиться с вами. Дорогие наши зрители, мы желаем вам здоровья и пусть в вашем доме всегда будет пища. Пусть Бог хранит вас и ваших близких.